Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать, как можно легко и быстро сделать вот такой вот замечательный букетик. Ну, пускай будут ромашки похожи. Я думаю, что они похожи на ромашки. Легко и быстро. Как вы видите, может, конечно, не очень видно. Этот цветочек я сделала из обыкновенных цветных салфеточек. И что для этого нам понадобится, я вам сейчас скажу. Палочка, шпажка, ножницы, нитки, флор-лента. Это для того, чтобы обмотать наш стебелючек. У меня вот такой вот пистолет. Можно использовать просто клей. И салфеточки. В данном случае вот я буду делать вот такие вот лепесточки. Наша серединочка, вы можете любой цвет взять. И листики зеленый цвет. Так, что нам для этого нужно? Нам нужно с вами разделить нашу салфеточку. Вот. Разрезаем ее вот на такие вот квадратики. И вот этот квадратик наш нам нужно сложить пополам. И еще раз пополам. Разрезаем. И вот таких вот квадратиков у нас должно получиться с вами. Ну, если взять 6 лепесточков, можете взять 7 лепесточков. То есть 7-6 штучек. Что теперь нам нужно с вами сделать? Нам нужно скрутить с вами наш лепесточек. Так, сейчас я вам покажу, как нужно сделать. То есть вот это вот должно у нас быть сверху, крутиться. Берем нашу шпажку, кладем и начинаем вот так вот закручивать. Потом берем и вот так вот с вами сбариваем гармошкой. Снимаем и начинаем закручивать следующий краешек наш. Точно так же. Так вот, осторожней с салфетками, они вот видите, очень такие легкие и рвутся. Сейчас мы с вами поправим все. Тоже сбариваем. И вот такой с вами листик у нас должен получиться. Вот. Мы вот так вот формируем. И наш листик с вами готов. Вы можете его обвязать ниточкой. Давайте еще покажу разочек. Кладем, заворачиваем, сбариваем, кладем, заворачиваем, и вот так вот сбариваем. Теперь формируем наш листочек. Так вот. Такой листочек у нас с вами, лепесточек готов. Можно, кстати, его, если вы хотите, в другую сторону изогнуть. Вот так вот будет ваша ромашка. Вот так. Ну, мне почему-то как-то больше вот понравилось как-то вот в эту сторону. То есть два способа можно
как по желанию. Вот такой лепесточек. Так, итак, наши заготовочки готовы. Я думаю, понятно вам процесс этого изготовления. И начинаем с вами собирать наш цветочек. Вот так вот. Если вам неудобно, можете каждый лепесточек ниточкой обмотать. Так. Так. Так, вот видите, такой вот у нас цветочек с вами собрался. Потом мы это с вами все поправим, наши листики, лепесточки. Теперь нам нужно с вами ниточкой обмотать, чтобы он у нас не развалился. Вот так вот внизу замотываем ниточкой. Завязываем. Связали. Мы вам скрепили так. Потом можно будет все поправить, наши листики. Немножко расправить. Вот так вот. Так, ниточки отрежем. В такой же технике вы делаете наши листики. Вот они у меня уже готовы. Точно так же заворачиваете, и вот получаются такие листики. Теперь нам нужно с вами сделать серединку. Вот на белой салфеточке я вам покажу, что вот так разрезается одна часть нашей салфеточки, складывается пополам и также закручивается в трубочку. Вот так закручиваем, но не до конца, оставляем вот примерно так. Теперь мы все спариваем. Так, вот такой же способ снимаем. Вот так вот палочку кривую взяла, снимается очень плохо. Вот такая гармошка у нас с вами должна получиться. И теперь нам с вами можно сделать нашу серединочку. Так вот берете и вот так вот заворачиваете нашу серединочку. Думаю, все понятно. Такая наша серединочка с вами получается. Если вы хотите взять побольше серединку, вот видите, у меня здесь, то у меня две таких вот, то есть к этой прикручивается еще одна часть, и получается серединочка побольше. Если видите, тут маленькая, тут вот большая. Так, теперь нам нужно наш вот этот вот краешек приклеить. Если у вас есть, вы можете клеем просто. Так, пистолет еще не нагрелся. Минуточку, сейчас подождем. Теперь нам нужно будет к нашему цветочку вот приклеить нашу серединочку. Можно даже вот попробовать так вот сделать.
двойную серединку. Это уже по желанию. Так, скрепили. Давайте попробуем с вами, что у нас из этого получится. Будем фантазировать. Так вот, оборачиваем. Ну, почему бы и нет? Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Вот такая вот двойная серединочка у нас получилась. Вот здесь вот нам нужно с вами замотать ниточкой. Так, видите, получилось. Давайте попробуем так. Завязали, закрепили. И вот лишнее нам не нужно, нам нужно отрезать лишнее. Так, смотрите, что у нас с вами получилось. Интересная такая серединочка, двухцветная. Так, теперь мы с вами должны одеть шпажку. То есть вот так вот. Давайте другой стороной. Вот спокойно пролазит. Так вот, видите, серединочку мы ее сделали. Еще раз покажу. Вот. И вот так вот наш цветочек. Так вот. Нам надо теперь немножко намазать. Вы можете клеем. Вот так вот пистолетом. Чтобы у нас все это закрепилось. Вот так вот склеилось. Теперь сюда же нам нужно приклеить нашу серединочку. Сейчас проложу. Что мне нравится в пистолете, это быстро очень схватывается. Если клей нужно ждать, держать, когда он схватится, тут это очень быстро. Вот только вот приклеила, и уже это уже держится. И вот видите, наша ромашка такая уже приобретает такой вот вид. Вот с такой большой серединкой у нас получилось. Теперь мы обмотаем наш низ ромашки, чтобы он был немножко стянулся. Вот здесь вот, чтобы не такой был толстый. Так вот. Листики потом поправим. И теперь мы берем флористическую ленту
Может, даже изолентой, можно зелененькой. И нам нужно замотать с вами у основания. Спрятать наши ниточки. Кстати, часто в садик нужно сделать какие-то с детьми поделочки. Мне кажется, неплохой вариант сделать такие вот букетик таких цветочков и принести их как поделочку. Даже, мне кажется, ребенку будет интересно с вами сделать такой вот цветочек. Так, теперь мы берем листочек с вами. И вот так вот. Если вам неудобно, можете ниточкой сначала его приделать. Что удобно, вот эта флор-лента, она клейкая. Она как бы уже клеит лепесточек, к палочке приклеивается. Если вы будете ниточкой крутить, у вас просто дольше получится. Все-таки ниточка тоненькая, и вам придется дольше возиться с вашим цветочком. А так получается побыстрее. Вот. Листик никак не хочет смотреть в другую сторону. Поворачивается. Вот наша ромашка с вами вот так вот у нас с вами получился такой вот цветочек. Теперь нам осталось поправить немножко наши лепесточки. Такая вот ромашка у нас с вами получается. Сейчас мы ее поставим в букетик, добавим, и наш букет пополнился еще одной ромашкой. Всем желаем удачи. Пробуйте, творите, и у вас все получится.